Всем привет! Мы начинаем наш второй день в Волгограде. Вчера мы сюда добрались, приехали, погостили у Жени. Я эту часть не снимал. Такая она более личная часть, где мы посидели, пообщались. Правда, поплавали в бассейне. Сегодня повторим, и я вам это все покажу. Сегодня большие планы на день. Сегодня мы уже, как вы видите, проснулись, отправляемся на завтрак. Потом погуляем, ну а потом снова в гости. Мы поселились на 14 этаже. Вот такой у нас вид из окна. Внизу, вот там у нас припаркована машина. А это вдали, там у нас Волга. Мамаев курган, вы спросите, где он? Он тоже здесь есть. Он с этой стороны, ну, не видно из-за угла здания, его здесь не видно. Лер, привет подписчикам скажи. Привет. А еще сегодня был план, ну и вообще у нас всегда есть такой план, и мы всегда это делаем. Сделать обзор вот этой большой квартиры великана, квартиры Гулливера. Здесь все гигантское, просто все огромное. Вы только посмотрите, сколько туалетов может поместиться в этот туалет. Это царь-туалет. Здесь надо сделать 2 шага, чтобы до унитаза дойти. 3. Леркиных 3. Все огромное, кухня огромная. Ну, все большое здесь, в этой квартире. Обзор сделаю позже. Мы на улице. Блин, конечно, жарко тут сегодня. Кошмар. А я в кроссовках. Ноги там с ума сходят у меня в кроссовках. А вся моя команда в чем? В кроксах. И Лерка в моей кепке. Вот здесь вот наверху. На 14 этаже мы живем. И идем вон к нашей машине. Мы приехали перекусить в кафе Капучино. Нам рекомендовали сюда зайти. И сейчас посмотрим, чем оно хорошо. Итак, мы в кафе Капучино. И сейчас я все здесь узнаю. Лерке сразу понравилось детское меню с грушами. Ха-ха-ха, побег из курятника. Отличное блюдо. Ну а мы пока посмотрим, что можно позавтракать. Обязательная процедура по помывке рук. Мы с этим справились. Принесли аппетитный тост с авокадо, семгой и рукколой. Очень вкусно выглядит. Ань, вкусно? Кивает головой, говорит вкусно. А вот и остальные основные блюда подоспели. Это у нас омлет красивый. А это яичница. Вот там яички прячутся, видите? Должно быть очень вкусно. Но мы приступаем, не буду вас дразнить. И еще один кулинарный шедевр, который называется зайка. Зайка для зайки. Все, мы перекусили. Нам в кафе Капучино понравилось. Хорошая кухня, приветливые официанты. Все здорово. Идем гулять дальше. А дальше Лерка зовет нас в музей. Музей «Панорама Сталинградской битвы». Покушали, в машину погрузились и едем дальше гулять. В кафе оставили 2 800 плюс 400 рублей, 3 200, 400 это чаевые. Получилось 3 200. Зато сытно покушали. Такое ощущение, что не позавтракали, а пообедали и поужинали сразу. Фу, тяжело. Да, Лер? Ага. Мы приехали к музею, а на противоположной стороне дороги от музея вот такой есть фрагмент дома. В этом доме слились подвиг ратный и трудовой. Отстоим и отстроим тебя, родной Сталинград. 1942 год. Подходим к музею. И музей «Панорама» выглядит как труба, он выглядит. А рядом с музеем вот такой дом. Видимо, этот дом с тех времен разрушен стоит. Ну что, ступеньки у нас тут. Подумали о инвалидах, подумали о детях. Ну что ж, поможем, заедем наверх. Ворота, мощные металлические ворота, открыты, а сверху подпись «Сталинград». Идем к музею. Здесь дети водят хоровод вокруг крокодила. Снизу жабы сидят. Это фонтан. А это разрушенный дом. Внизу ели растут и тоже дети хоровод водят. Перед нами звезда героя города Сталинграда. Ну, здесь написано выдержка из указа Президиума Верховного Совета СССР
о том, что во знаменование 20-летия Победы Волгоград наградили звездой Героя. Москва-Кремль, 6 мая 1965 года. Музей военной техники под открытым небом. Серого цвета, немецкая техника военная. На ней есть даже шильдики, давайте посмотрим. Легкий полугусеничный бронетранспортер. 50-миллиметровая противотанковая пушка. Германия. Еще одна зенитная пушка 20-миллиметровая и большая пушка побольше. Это гаубица 150-миллиметровая тяжелая полевая гаубица. Также тут у нас зенитная пушка и какая-то лодка. Что за лодка? Лодка как лодка. Табличка, информация о лодке отсутствует. Музей Панорама. Так, пришли к музею Панораме. Судя по округлой форме, думали, что сразу нам сюда. А нет, нашли схему, и по этой схеме теперь идем туда. Вот в сторону самолета, там спускаемся и входим. Продолжаем наше путешествие. Сзади самолет, справа музей. Спускаемся вниз, ребята. Берем Ярика в его коляске и спускаемся вниз по лестнице. Обращаю очередной раз внимание, все для людей. Сюда же приезжают и дети, и инвалиды, которым по лестницам, по этим сплошное удовольствие вверх-вниз подниматься. Все для людей. Тут мы встречаем музей техники отечественной под открытым небом. Здесь у нас маленький легкий бронеавтомобиль отечественный, маленький танк, еще один маленький танк. Здесь информационные стенды. А, вот они ворота. Откуда? Сталинград. Ничего себе. Ха. С завода ворота Сталинград. А здесь у нас серьезные такие артиллерийские установки. Интересно, что это тут на таких колесах. Это ствол гаубицы образца 1931 года на орудийной повозке. И разные большие и маленькие пушки. Зенитные установки, пушки. Еще одна зенитка. Ну а тут напротив музея легендарный танк Т-34. Легендарный танк Великой Отечественной войны. А что это, я ругался все, что лестниц нет. Здесь целая дорога есть наверх, по которой можно закатывать даже автомобиль. Вход в музей Сталинградская битва. Мы в музее успели купить билеты, пока не появилась вот эта огромная очередь. Кстати, такая закономерность. Очередь появилась, а второй кассир исчез. Было два кассира, не было очереди. Это, наверное, как-то связано. В очередной раз убеждаемся, да, давай, вот здесь. Убеждаемся, что слова у нас пустые слова всегда. Мы поддерживаем, значит, многодетных, мы за то, чтобы рождалось больше детей. А вход в музей для многодетных 1 день в месяц бесплатно для всей семьи. Позор, позор. И с коляской еще не пропускают. Это про ограниченные возможности. Конечно, ветераны на колясках, и для них подняться наверх на панораму. Ну, в лучшем стиле такого вот подхода. Сказать, что и многодетных мы поддерживаем, и доступная среда у нас везде. Не получилось. Все, прошли турникет, и памяти героя Сталинградской битвы посвящен этот музей. Здесь нацизм сегодня. Немножко про свастики, немножко про Украину, куда без нее. И восстановление мирной жизни. Да. Посмотрим сейчас здесь нашивки. Посмотрим, что вообще здесь у нас в музее есть. Как думаете, что это? Это гильза артиллерийского выстрела к орудию большой и особой мощности из Германии. 900 миллиметров. Нравится тебе, Ярослав, музей?
Да, что особенно нравится? Города-герои. Музеи. Много всего собрано за время сражений и войны. Там у нас вход в блиндаж укрепленный, сейчас туда сходим. А тут различные медали, ордена и различные артефакты. Это артефакты, связанные с городами героев. Ведь с другой стороны как раз сами города-герои перечислены. Бетонный блиндаж. Темно здесь. Здесь закрыт проход. А здесь вид как будто из окна, да? Вокруг танки. Битва идет. Танковая битва. Выход из блиндажа на другую сторону. Но сюда мы еще доберемся. А это как раз из этого дота. Сверху из укрепленного дота есть пулемет, размещенный вверху. Знамена. И выходим на сторону, куда мы уже выходили. На другую сторону от укрепленного блиндажа. Зал номер 3. Зал номер 4. Авианалеты. 40 тысяч жителей во время них погибло. Кошмар. Объемная карта города. И светом сделана, как будто она содрогается. Содрогается и горит. И тут у нас Лера смотрит. Вот мы самолеты полетели. На этой объемной карте боевые действия обозначены, как все проходило. Папа, знаешь, что сначала все было почему-то, а вдруг свет такой пум, Да. и оно стало сломанное как. И видишь, карта поделена, где советская армия, где нацисты. Круто. Круто, очень объемная карта сделана. И на ней прям ход боевых действий отображен. Где немцы, где Союз, вокзал, как за каждый кулачок борются. Все отражено. Как изменяется ситуация на фронте. А тут мы видим, как гитлеровцы подготовились. Заготовочку сделали печатать плакаты, что Сталинград пал. А в этом павильоне у нас орудия, артиллерийские орудия. Мотоцикл, вижу, есть. И схема, часть схемы. Сталинградский фронт и где кто располагался. Видны пробоины на гаубице. Видно, как она повреждена во время боев. Тут мотоцикл, боевой мотоцикл. И пулемет «Максим». Куда без него. Схема операции «Кольцо». Ликвидация окруженной группировки немецко-фашистских войск. Авиационная фугасная бомба. Ого, размерчик. Кукрыниксы. 43-й год. Зал с генералами и генералиссимусами. Сталин Иосиф Виссарионович Жуков, Георгий Константинович Василевский, Александр Михайлович Воронов, Николай Николаевич Еременко, Андрей Иванович, Рокоссовский Константин Константинович, Ватутин Николай Федорович. С Артуром обратили внимание, что помимо орденов и медалей советских, у наших генералов, которые здесь освящены, про которые здесь рассказано, и их ордена выложены, есть ордена иностранных государств. Например, ордена польские и других стран. Конечно, Кореи есть интересные медали. И так вот у всех. Есть ордена Соединенных Штатов и есть ордена Британской империи. Зал номер 8. Ленинградская Мадонна. Генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин.
Кто это у нас в музей пришел? Ярослав. Передавай привет подписчикам. Вот так. Салют. И этот зал, он посвящен победе. Родина, мы перед тобой долг выполнили и возвращаемся домой с победой. И тут кадры с Ялтинской конференции. Переходим к просмотру диорам. Диорама номер 1. Что это? Стойкость, победившая смерть. Ого, немецкие танки, солдаты наступают. Солдаты Красной Армии Советского Союза обороняются. На город Сталинград тут не очень похож пейзаж. Скорее, это степь какая-то. Ну и, конечно, диорама — это не только рисунок, а и объемные вот эти элементы, которые лежат, и как будто вот все это объемное, реальное переходит в нарисованное. Так, неудача. Продолжаем движение. И тут у нас уже город. Обратите-ка внимание, вот этот дом и эта труба, которая около диорамы находится, здесь нарисованы. Это схема для диорамы «Центральная переправа через Волгу». А тут у нас зима. Почему зима? Разгром ударной группировки Манштейна. Наши танки идут вперед. И разрушенные танки немецкие. Вот одна из башен таких танков. Мотоцикл BMW. И теперь захват аэродрома на станции Тацинская танкистами генерала Баданова. Немецкие самолеты разрушенные. Все разрушили. Вон они. Бегут фашисты. Убегают. Кто бежит, кто отстреливается. Свастики на крыльях. И войска Советского Союза, перешедшие в наступление. И этап этого наступления здесь отражен. Заходим в центральную зону диорамы. И здесь у нас зал славы. Тут перечислены дивизии и вообще военные формирования, которые принимали участие в обороне Сталинграда. Их очень, как вы видите, много. Очень много. А наверху Орден Победы. Диорамы и зал славы посмотрели и отправляемся, чтобы посмотреть панораму. Для этого нужно подняться вверх. Красиво оформлен потолок, на потолке лента и эмблемы различных родов войск. Решили войти в экспозицию здесь, на среднем таком этаже панорамы самой. Вот еще раз покажу потолок. Рода войск Попова. Наверное, какие-то казаки, конные войска, наверное. Вон пушки, очень похожи на артиллерию. А здесь, внизу, астраханские рыбаки фронта. О, различные рыбы. Смотри, Лер, какие рыбы. 5, что это? Лещ. 4, щука. 3, судак. 2, вот это вот сазан. А 1, красноперка. А внизу кто это такой? Сом. А где же его усы? Черный амур? Понятно. Вот еще рыба, смотрите. Какие тут макеты кораблей. А вот это что за рыба? Не маленькая белуга. Это уже большая белуга. Это осетр. Осетр прям как Лера. А белуга? Артур. Нет, ты. Я? Да, Такая большая. Поменьше. И это тоже осетр, да? И это осетр. Рыбацкая деревня? Или домики на море? Это вообще-то Волга. На Волге? Под лестницей притаился военный автомобиль. Еще рыбы? Да, не белуга, а цвета осетр мыть. Ага. Это угорь, это миндальный, это стерлядь. А где угорь? Вот он угорь. А, угорь как червяк такой? Как змея? Он Угорь. электричеством бьется. Угорь. Он электричеством бьется. Защищается. Рыба, бестер и консервы из сома. Поднимаем голову на потолок и видим мозаики красивых эмблем. Тут вообще топоры. Там танки. И возвращаемся к авиации. От авиации дорога наверх. И еще одно восхождение. Еще немножко ступенек в нашей жизни. Поднимаемся на панораму. Поднимаемся вверх. И еще один подъем. Пришли
Панорама. Друзья, решил показать вам панораму, обойдя по кругу. Начиная с того самого места, вот где мы сейчас, физически находимся, географически. Это вот как раз труба, вон разрушенная, вы можете видеть, и дом. И пройдем по всей панораме сейчас с вами. Покажу вам, когда обходишь вокруг, что перед взором предстает. Здесь битва. Внизу вы можете видеть окоп, блиндажи, самолеты летят. И это все вот перед нашим взором предстает. Вот, например, внизу. Видите, блиндаж. Сверху солнце. Падающий самолет. Горящий, падающий. А здесь разрушенная техника. Солдаты. Бой в рукопашную. Здесь вражеский самолет. Упавший, подбитый. Танки, наши танки с надписью «За Родину». За Родину, за Родину надпись на них. Мчатся вперед на линию фронта. Самолеты летят. Здесь внизу у нас тоже блиндажи, окопы. Это все реальное здесь. Здесь разрушенный блиндаж. Бьют катюши. Системы реактивного огня. Здесь мы видим медицинский пункт. Пленные немцы, пленные фашисты отправляются куда-то к реке. И там их, судя по всему, по льду переправляют на другой берег. Здесь у нас зимнее сражение. Снова подходим к виду на город. Падает самолет. Разбитый, уничтоженный мост или переправа. Непонятно. И мы возвращаемся в исходную точку, с которой начали. В точку с видом на то географическое место, на тот дом, труба, разрушенный дом, где мы сейчас находимся. Пришло время заканчивать осмотр музея, и мы отправляемся сейчас вниз по винтовой лестнице, спускаемся с панорамы. Идем вниз к маме. Мама с Яриком не забрались с нами, но мы еще сюда вернемся. Ярик подрастет, будет своими ножками бегать, вернемся. Спустились в кафе. Здесь и кафе, и туалет. Я ожидал, что кафе будет работать. А тут совсем все закрыто. Вот кафе, и все закрыто шторами. Кафе не работает. Туалеты работают. Рядом с туалетом вот такой интересный зал. Как вы думаете, для чего он здесь нужен? Пишите свои догадки в комментариях. А вот все ждут уже меня, чтобы выходить из музея. Потрясающий музей. Всем, кто не был, обязательно нужно сходить.